5000 лет назад на Земле появилась цивилизация, которая не должна была существовать. В то время, когда большая часть человечества еще жила племенами, охотилась и боялась природы, эти люди уже строили огромные города, вели сложные расчеты, создавали законы и наблюдали за небом с точностью, которую трудно объяснить даже сегодня. Они описывали движение Венеры так, будто наблюдали ее через телескоп. Делили круг на 360 градусов, а сутки – на 24 часа. Мы до сих пор живем по системе, созданной ими тысячи лет назад. Их называли шумерами. Но главная загадка не в том, что они знали, а в том, откуда они вообще появились. Шумеры возникают в истории словно из ниоткуда. Без примитивного периода развития, без следов постепенного становления. Они появляются уже с письменностью, математикой, астрономией и сложной системой управления огромными городами. Их язык не похож ни на один другой язык на Земле. Лингвисты до сих пор не понимают, откуда он взялся и кто был его предком. Это как если бы посреди современной Европы внезапно обнаружили народ, чья речь не имела бы родства вообще ни с одним языком планеты. Но самое странное начинается дальше. Шумеры оставили после себя историю о царе, который искал бессмертие и встретил человека, пережившего Великий потоп. Человека, которого боги заранее предупредили о гибели мира и приказали построить огромный корабль. Эту историю записали за 1500 лет до Библии. И почти такой же рассказ существует у сотен народов мира, от Индии до Южной Америки. Народов, которые никогда не встречались, жили на разных континентах и говорили на разных языках. Но все они помнят одно и то же – воду, однажды уничтожившую мир. Однако в шумерских текстах есть и нечто еще более странное. Там подробно описаны существа, которых сами шумеры называли теми, кто пришел с небес на землю. В 20 веке появилась теория, что это были представители иной цивилизации, прибывшие с планеты, которая однажды должна вернуться. Откуда у шумеров появились знания, которыми они не должны были обладать? И почему тексты, высеченные на глиняных табличках 5000 лет назад, до сих пор заставляют человечество задаваться одним и тем же вопросом? Что, если древние люди знали о нашем прошлом гораздо больше, чем знаем мы сами? Чтобы понять, кем были шумеры, нужно сначала увидеть город, в котором они жили – Урук. Сегодня от него остались руины посреди иракской пустыни, холмы из обожженной глины, осколки кирпича, контуры стен, выступающие из песка. Туристов здесь почти не бывает. А 5000 лет назад это было самое большое поселение на планете. В Уруке жило от 50 до 80 тысяч человек. Для нас это размер обычного районного центра. Но в то время, когда большинство народов планеты еще кочевали небольшими группами, охотились и собирали ягоды, 80 тысяч человек в одном месте – это было чудо. В Уруке возвышались многоэтажные храмы. Работали торговые площади, на которые свозили товары с расстояний в сотни километров. Существовала бюрократия, настолько отлаженная, что у каждого мешка зерна была учетная глиняная бирка с печатью. Здесь придумали колесо и гончарный круг. Здесь появилась первая в истории человечества письменность – клинопись. Но самое странное в Уруке – то, как этот город появился. Шумеры появились уже с письменностью, уже с законами, уже с математикой, астрономией и архитектурой. Со сложной системой управления, которая координировала жизнь десятков тысяч человек. Город был окружен стенами длиной около 9 километров. Даже сегодня, чтобы обойти такую стену по периметру, человеку понадобится больше 2 часов. А тогда ее возводили вручную, без техники и без машин. И шумеры верили, что эти стены построил их легендарный царь. Его звали Гильгамеш. Шумеры называли его на 2/3 богом и на 1/3 человеком. И согласно их записям, он правил 126 лет. Для нас это звучит как фантастика. Но в шумерском списке царей, который считается официальной хроникой с перечнем правителей, это далеко не самая большая цифра. Его предшественникам приписывали правление в 1000 лет. По сравнению с ними, 126 выглядит почти скромно. И именно с Гильгамеша начинается одна из самых странных историй, которые человечество вообще когда-либо записывало. Долгое время Гильгамеш считался просто мифом, красивой легендой о герое, которого никогда не существовало. Ученые относились к нему примерно так же, как 1,5 столетия назад относились к городу из Илиады Гомера. Его долго считали поэтической выдумкой, пока немецкий археолог Генрих Шлиман не нашел его под слоем земли, ровно там, где Гомер его и описывал. С Гильгамешем произошла похожая история.
Артефакты с его именем обнаружили в разных городах Месопотамии, разделенных сотнями километров и не поддерживающих контакт между собой. Печати, надписи, фрагменты текстов, созданных в разное время. Все они указывают на одного и того же человека. А в 2003-м эта история получила неожиданное продолжение. Немецкий археолог Йорг Фассбиндер, работая на территории Ирака, заявил, что обнаружил под высохшим руслом Евфрата необычное сооружение. Это были стены, уходящие глубоко в землю, помещения со сложной структурой и признаками погребального комплекса. Фассбиндер высказал осторожное предположение – это может быть гробница Гильгамеша. Та, о которой говорится в одном из фрагментов эпоса, царя похоронили в каменной камере под руслом реки, отведя на время воду в сторону, а потом отпустив ее обратно, чтобы место погребения никто никогда не нашел. Точно это до сих пор не подтверждено. Раскопки осложнились войной, которая началась тогда же на территории Ирака, и никто не знает, что именно скрывает сооружение под высохшим Евфратом. Но сам факт того, что место, описанное в древнейшем тексте человечества, может реально существовать, это уже не мифология. Археология дает фрагменты – имена, печати, даты. Но рядом с этими фрагментами есть совсем другая история. История о царе, который сражался с чудовищами, проходил сквозь горы и встречался с человеком, пережившим конец света. Это и есть эпос о Гильгамеше. Самая древняя литературная история, которую когда-либо находили люди. Она старше Илиады Гомера примерно на 1500 лет. Старше всего, что мы привыкли называть классикой. И когда ее впервые прочли, многие ученые просто не поверили в то, что увидели. Историю эпоса нельзя рассказать без человека, который вернул его миру. Звали этого человека Джордж Смит. Он работал гравером банкнот в Британском музее. В свободное время он приходил в залы, где лежали недавно привезенные из Месопотамии глиняные таблички. Никто не знал, что на них написано. Клинопись только начинали расшифровывать, и часть текстов казалась странным набором знаков. Смит начал разбирать их сам. Без научной степени и без преподавателей, буква за буквой, знак за знаком, он научился читать древнейший язык планеты. И однажды он наткнулся на табличку, которая изменила все. На ней был записан рассказ о всемирном потопе, о человеке, которого боги предупредили заранее, о корабле, в который тот собрал свою семью и животных, о воде, поглотившей мир. Это история из книги «Бытия». Слово в слово. Только эта табличка оказалась гораздо древнее. Когда открытие Смита стало известно, в Британии начался настоящий хаос. Газеты писали об этом неделями. Табличку, которую он расшифровал, нашли среди руин древней Ниневии, в библиотеке царя Ашурбанипала. Это первая известная нам библиотека в истории человечества. Несколько десятков тысяч табличек, собранных в одном месте по приказу царя, который верил, что знание – это власть. Многие из них оказались разбиты на сотни фрагментов, и ученым пришлось буквально собирать историю по кусочкам, сравнивая осколки из разных раскопок, пытаясь понять, какие части относятся к одному тексту, а какие к разным. И этот процесс не закончен до сих пор. В 2015-м в Иракском национальном музее обнаружили ранее неизвестную табличку. На ней оказалось 20 новых строк эпоса, описание кедрового леса, того самого, в котором, по легенде, обитал хранитель древних земель. Спустя 4000 лет история Гильгамеша все еще дописывается. В эпосе Гильгамеш совершает невозможные вещи. Сражается с чудовищем, хранителем кедрового леса, поставленным богами охранять запретные земли. Проходит сквозь горы, через темное ущелье, куда не заходит солнце. Добирается до края мира. После смерти своего друга Гильгамеш отправляется искать бессмертие. В какой-то момент путешествия он доходит до человека по имени Утнапиштим. Этот человек живет на острове, до которого почти невозможно добраться. Чтобы попасть туда, Гильгамешу пришлось пересечь воды смерти, пространство, где ни одно живое существо не должно было выжить. Он добрался и увидел старика, который выглядел весьма обычно. Только этот старик был бессмертным. Утнапиштим – единственный человек в шумерской мифологии, которому боги дали вечную жизнь. Не за подвиги и не за святость, а за то, что выбрали именно его. Его предупредили о потопе, который должен был уничтожить все человечество. Дали инструкции построить корабль и позволили выжить, пока остальные погибали. Многие исследователи считают, что именно этот рассказ лег в основу библейского сюжета о Ное. Но самое странное – не сходство описанных деталей.
То, что такая же история есть у народов по всему миру. От австралийских аборигенов до индейцев Северной Америки. Каждый рассказывает эту историю по-своему. Меняются имена, меняются боги, меняются названия гор и кораблей. Но суть одна. Мир однажды был почти уничтожен водой. Стандартное объяснение этому такое, что каждый из этих народов пережил локальное наводнение, которое для них казалось концом света. Но интересно то, что эти народы никогда не встречались. Между австралийскими аборигенами и шумерами десятки тысяч километров. Они говорили на разных языках, поклонялись разным богам, и тем не менее передали одну и ту же историю. Племена ацтеков, индейцев Хопи, австралийские аборигены и древние египтяне независимо друг от друга рассказывают о предыдущем мире, о человечестве, которое существовало до нас и погибло. Если вам интересно узнать об этом подробнее, у нас на канале уже вышел отдельный ролик про книгу Еноха, падших ангелов и Великий потоп. Это видео о том, почему древние тексты разных цивилизаций так пугающе похожи между собой и кого на самом деле могли бояться люди тысячи лет назад. Обязательно посмотрите после этого ролика. И вот здесь история становится по-настоящему странной. Боги в шумерских текстах не наказывают людей за их грехи. Они просто решают, что людей слишком много, что они слишком шумные, что от их голосов нет покоя на небесах. И принимают решение стереть все человечество с лица земли. Утнапиштим выжил только потому, что один из богов нарушил договоренность. Он спустился к нему тайно и предупредил его. Утнапиштим послушался. Построил корабль, погрузил в него семью, мастеров, домашних животных и запечатал двери. И когда начался дождь, его дом исчез вместе со всеми, кого он знал. 6 дней и 7 ночей шел потоп. На 7-й день он стих. И когда Утнапиштим открыл люк корабля и осмотрелся, он увидел только воду. Утнапиштим рассказал Гильгамешу свою историю, как пережил Великий потоп, и как боги заранее предупредили его о гибели мира. Но в конце он произнес страшную вещь. Для Гильгамеша бессмертия не будет. Это решение боги приняли еще задолго до его рождения. И тогда Гильгамеш понял то, чего боится каждый человек. Даже величайшие цари не могут победить время. Он вернулся в Урук уставшим, постаревшим и молчаливым. Так заканчивается древнейшая история человечества. Кем были эти боги, которые решали, кому жить, а кому умереть, и устраивали потоп по своему желанию? В шумерских текстах у них было общее имя – Анунаки. В переводе это означает «те, кто пришел с небес на землю». И самое странное, шумеры описывали их не как абстрактных богов из легенд. У анунаков были имена, власть, иерархия и собственные конфликты. Они спорили между собой и решали судьбу целых народов. Согласно этим текстам, именно анунаки создали людей, передали им знания и управляли первыми городами цивилизации. А потом однажды исчезли, оставив после себя человечество, которое не понимало, что делать с теми знаниями, что им дали. Кстати, про анунаков у нас на канале уже вышел отдельный ролик. Он вызвал много споров в комментариях. Обязательно посмотрите его тоже. Когда в XIX веке ученые впервые расшифровали шумерскую клинопись, многие были шокированы содержанием этих текстов. Слишком уж необычно древние боги выглядели в этих историях. Они были описаны как реальные правители с конкретной властью над людьми. Официальная наука считает все это мифологией. Но в XX веке появился человек, который предложил совершенно другую версию происходящего. Его звали Захария Ситчин. По образованию экономист, по профессии журналист, он не имел отношения ни к археологии, ни к ассириологии. И все же именно его книги полностью изменили массовое представление о шумерской цивилизации. В 1976-м Ситчин выпустил книгу «12-я планета». После этого шумерская история перестала быть темой только для ученых. Миллионы людей по всему миру впервые услышали об анунаках и древних текстах, которые якобы скрывали историю происхождения человечества. Ситчин утверждал, если читать шумерские тексты буквально, а не как мифы и метафоры, то в них прямо говорится о существовании высокоразвитой внеземной цивилизации. По его версии, анунаки прибыли на Землю с планеты Нибиру, чья вытянутая орбита возвращает ее в Солнечную систему примерно раз в 3600 лет. По его версии, именно появление анунаков объясняет все то, что классическая археология объяснить так и не смогла. А некоторые последователи Ситчина пошли еще дальше и заявили, что именно анунаки генетически изменили древних людей, фактически создав современного человека.
Научное сообщество отреагировало предсказуемо. Профессиональные ассириологи детально разобрали книги Ситчина и показали, как именно он искажал переводы и опирался на интерпретации, которые в академической среде считаются неверными. Никакой планеты астрономы тоже не обнаружили. Казалось бы, на этом история должна была закончиться. Но с Нибиру все произошло иначе. Теория не исчезла. Наоборот, с каждым годом она становилась только популярнее, обрастая новыми версиями. К 2012-му об этой планете знали уже все. И не потому, что мир внезапно увлекся древнешумерскими табличками или работами Ситчина. Причина была другая. По миру прокатилась волна апокалиптических теорий, связанных с окончанием цикла календаря майя. 21 декабря 2012 должно было стать днем, когда заканчивался один из больших циклов этого календаря, и для многих это превратилось в дату возможного конца света. В интернете начали массово появляться публикации о том, что Нибиру уже приближается к Земле, что ее существование скрывают, а ее гравитация вызовет глобальные катастрофы, землетрясения и гигантские цунами. И самое странное, эту волну запустило не научное открытие, а одна женщина по имени Нэнси Лидер. В 90-х она заявила, что общается с инопланетянами через имплант в мозгу, и именно они предупредили ее о приближении планеты. То, что начиналось как история одного человека, к началу 2000-х превратилось в движение с миллионами сторонников. Масштаб паники оказался настолько большим, что НАСА выпустила официальное опровержение и даже создала отдельную страницу с ответами на вопросы об этой планете. 21 декабря 2012 года прошло. Планета так и не появилась, а календарь майя просто начал новый цикл. И на этом история должна была закончиться. Но в 2017-м произошло неожиданное. Американский астроном Майкл Браун из Калифорнийского технологического института, человек, которого прозвали «убийцей Плутона» после исключения Плутона из списка планет, заявил, что за орбитой Нептуна действительно может существовать еще одна неизвестная планета. Огромная. С массой в несколько раз больше Земли и орбитой такой длины, что один оборот вокруг Солнца занимает 1000 лет. Браун назвал ее 9-й планетой и сразу подчеркнул, это не подтверждение теории Ситчина. Но сам факт оказался слишком странным, чтобы его игнорировать. Причиной стали объекты на окраине Солнечной системы, которые двигались так, будто на них влияет гравитация чего-то массивного и пока еще невидимого. Их орбиты выглядели аномально, словно их удерживает неизвестное тело за пределами известных планет. И тогда вопрос, который раньше считали чистой конспирологией, зазвучал уже совсем иначе. Если современные астрономы действительно допускают существование далекой неизвестной планеты, то почему похожие идеи появляются в шумерских текстах еще 5000 лет назад? Откуда древняя цивилизация могла знать о небесном объекте, возвращающемся спустя огромные промежутки времени? Но есть еще один факт, который выглядит не менее странно. Долгое время легенды о всемирном потопе считались всего лишь воспоминаниями о локальных наводнениях. Но в последние десятилетия появились данные, из-за которых некоторые исследователи начали смотреть на эти мифы совершенно иначе. Геологи установили, что около 12 тысяч лет назад на Земле произошло загадочное событие, известное как поздний Дриас. Климат планеты изменился почти мгновенно по историческим меркам. Температура резко упала. Началось стремительное вымирание животных ледникового периода. Огромные ледники стали разрушаться, а уровень мирового океана начал подниматься. Для людей того времени это действительно могло выглядеть как гибель целого мира. Но главная загадка долгое время заключалась в другом. Что именно вызвало эту катастрофу? Затем под ледниками Гренландии обнаружили гигантский кратер диаметром 31 километр. Его назвали кратером Хайавата. И самое странное, предполагаемый возраст кратера совпадает с периодом тех самых глобальных изменений. Это не доказывает древние легенды. Но впервые за долгое время у ученых появилась реальная версия того, что Земля действительно могла пережить столкновение с крупным космическим объектом именно тогда, когда у народов по всему миру появляются истории о гибели прежнего мира, Великом потопе и начале новой эпохи. А в Сирии и Турции археологи обнаружили еще одну странную деталь. В слоях Земли, относящихся к тому же периоду, нашли так называемый «черный мат» – тонкую темную прослойку, внутри которой находятся микроскопические стеклянные шарики и следы экстремально высокой температуры.
Подобные частицы появляются при мощнейшем нагреве, который может возникать во время крупных ударов или взрывов в атмосфере. И самое важное, все это не древние легенды и не спорные переводы табличек. Это реальные следы катастрофы, которые буквально лежат в земле. Но по-настоящему перевернуло картину другое открытие. На территории современной Турции археологи обнаружили гигантский храмовый комплекс Гёбекли-Тепе. Его возраст около 11 тысяч лет. И это создает проблему для всей привычной версии истории человечества. Потому что официально в ту эпоху люди еще жили небольшими группами охотников и собирателей. Они не знали государств, городов, письменности и сложного строительства. По крайней мере, так считалось раньше. Но Гёбекли-Тепе существует. С массивными каменными колоннами весом в десятки тонн, с идеально обработанными поверхностями, с резными изображениями животных и сложной планировкой, для которой нужны организация, расчеты и огромное количество рабочих. Самое странное, комплекс оказался намеренно засыпан землей спустя тысячи лет после постройки, словно кто-то специально пытался скрыть его от будущих поколений. Кто построил это место и зачем, наука до сих пор точно не знает. Через что на самом деле прошло человечество 12 тысяч лет назад. Шумеры, появившиеся спустя тысячи лет после этих событий, возможно, были не первой цивилизацией Земли, а просто первой, чьи записи дошли до наших дней. И, может быть, все это время мы читали их тексты неправильно. Искали древние мифы там, где на самом деле могли сохраниться воспоминания о мире, который исчез задолго до начала известной нам истории. Гильгамеш, потоп, Анунаки, Гёбекли-Тепе – все это части одной большой истории. А что думаете вы? Шумеры действительно знали то, чего знать не могли? Кем были те, кого они называли пришедшими с небес? И что произошло 12 тысяч лет назад на самом деле? Пишите в комментариях и посмотрите другие видео на нашем канале. Там есть истории, которые официальная наука до сих пор обходит стороной.